Привет! Сегодня в обзоре паровой утюг Laofans. Это дочерняя компания Xiaomi Mijia. На момент обзора его цена составляет $40. Пришел утюг хорошо запакованным в картонной плотной коробке. Внутри находится родная фирменная упаковка. Но несмотря на это, он все же выглядит слегка помятым. У нас уже есть хороший утюг, он старый, советский, но все же продолжает оставаться надежным другом. Я им очень довольна, но его минусом является то, что им нельзя пользоваться как отпаривателем. Поэтому мы с Сережкой стали искать на сайте AliExpress хороший надежный утюг, который имеет возможность отпаривать ткани. И наш выбор остановился на недорогом и качественном утюге фирмы Laofans. У нас раньше уже был обзор примерно на такой же утюг, но он безымянный. Кому интересно, смотрите подсказку в уголочке. Комплектация утюга состоит из самого утюга, как видите, он беспроводной, также станция для утюга, мерный стаканчик на 200 мл и инструкция, но она, к сожалению, на китайском языке. Недостатком является то, что здесь китайская вилка, хотя она качественная, но продавец ошибся и вложил переходник, который не подходит для евровилок в нашей стране. Поэтому Сережка заменит эту вилку на евровилку. Утюг выполнен из огнеупорного прозрачного пластика. Подошва утюга является керамической. На днище силовые контакты, являющиеся вилкой для станции утюга. Под пластиковой крышкой расположено отверстие для воды. С этой крышкой нужно быть осторожным, чтобы случайно ее не сломать. Переключатель пара с несколькими режимами. Чуть выше находятся две кнопки. Это кнопка для прямой подачи воды, которая выпускается через это отверстие, а вторая кнопка для подачи пара через подошву утюга. Под красным пластиком находится индикатор, оповещающий о работе утюга. Когда он включен, он загорается. А снизу находится регулятор 3 режимов. Первый, второй и третий. Сразу заметили, что этот регулятор очень чувствительный. Его можно случайно перекрутить, когда просто всовываешь руку. Под пластиком внутри виднеется резервуар, который рассчитан для воды. А теперь о самой станции. Она сделана из крепкого пластика. По бокам расположена кнопочка. С ее помощью утюг и станция становятся одним целым. И даже если держу утюг вниз, то утюг держится очень уверенно. Ничего не отваливается, но только одним нажатием кнопочки снова он превращается в беспроводной. Силовой кабель сделан очень крепко, надежно, достаточно гибкий, что означает, что не будут закручиваться, не будут делаться узлы, а значит обещает прожить очень долго. Вход кабеля в станцию имеет подвижную часть. Длина этого кабеля 2 метра. Устанавливаем станцию. Резервуар в утюге для воды наполнили водой и устанавливаем утюг. Если вы хотите утюжить вещи с проводом, тогда не забывайте зафиксировать. Включаем режим 3. Загорелся индикатор и смотрим, за сколько секунд утюг нагрелся. На это ушло 35 секунд. Теперь продемонстрирую эффект пара. В этом же режиме пар уходит быстро, большой порцией. Сила толчка где-то метр. Попробую показать силу удара пара на стаканчике. Сам утюг находится примерно в 25 сантиметров от стакана. Стакан не падает, но видно, как он шатается. Теперь, когда утюг нагрелся, можно снимать со станции и пользоваться без шнура. А теперь проведем еще один тест. Утюг полностью нагрелся. И посмотрим без базы, сколько за один раз он выдаст порции пара. При этом будем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, уже меньше, 9, меньше сила, 10 уже легкая такая и вообще уже так совсем-совсем легенький пар. Это потому, что поверхность стала остывать. А теперь, чтобы утюг привести снова в боевой режим, ставим на базу. Индикатор загорелся, значит, что он сейчас прогревается. За такое короткое время он уже успел нагреться и снова можно им работать без базы. Ну а тому, кто досмотрел обзор до этой минуты, будет интересно узнать наше мнение об этой модели, ведь мы уже им пользуемся 1 год и 8 месяцев.
Во-первых, мы очень просто решили неудобный момент с крутилкой, надежно фиксируя с помощью простой резиночки. Теперь никакое случайное движение руки не собьет настроенный вами режим. Также за это время стали стираться температурные метки, и это минус. Нужно рисовать маркером, иначе при глажке придется настраивать температуру интуитивно. Бывает, при движении утюга выхлюпывается водичка через маленькое отверстие крышки, и хотя в принципе это не проблема, все же капли на вещи иногда бывают лишними. Но если кого-то этот момент будет расстраивать, можно просто заклеить это отверстие. Если утюг использовать вместе с станцией, кому-то шнур может немного мешать. Но в этом случае стоит все же помнить, что он больше рассчитан на глажку без станции, ведь температуры вполне хватает до нового прогрева. Итак, за все время эксплуатации с подошвой ничего не случилось, не подгорело, не поцарапалось и не появилось ни капли ржавчины и накипи внутри утюга. И это большой плюс. Думаю, ни для кого не секрет, что работая с утюгом, важно использовать фильтрованную или дистиллированную воду. Благодаря этому у нас он сохранился в таком прекрасном состоянии. Наша оценка: утюг однозначно стоит своих денег. Надеюсь, вы оцените наш труд лайком. Ссылка на покупку этого утюга есть в описании. И до встречи в новом видео.